Внимание! В Нью-Йорке активирован детектор радости. Сразу предупреждаю, количество цветов на квадратный метр здесь превысило все нормы безопасности. Если вы думали, что этот город только бетон и спешка, приготовьтесь удивляться. В кадре ни одного грустного лица и ни одного нецветущего куста. Мы отправляемся в марафон по самым цветочным точкам города. Начинаем с Upper East Side. Здесь сакура выглядит так, будто у нее есть трастовый фонд, а лепестки опадают строго по фэншую на фоне безупречных фасадов. Следом Центральный парк, где вишня ведет себя как настоящая рок-звезда под прицелом сотен папарацци. А в финале Riverside Park, где город наконец выдыхает, смешивая нежно-розовый шелк с синевой Гудзона и бесконечным горизонтом. Будьте осторожны, после просмотра возможен побочный эффект в виде хорошего настроения. Друзья, наша прогулка начинается здесь, на Парк-авеню. Я специально выбрала это место как отправную точку, потому что именно здесь весенний Нью-Йорк раскрывается особенно красиво. Перед нами невероятная цветочная аллея, где тюльпаны и сакура создают ощущение, будто город на мгновение стал садом. И самое интересное, это не просто красивая улица. За этой элегантностью и цветами скрываются очень любопытные истории, о которых я обязательно буду рассказывать по ходу нашей прогулки. В XIX веке это место выглядело совсем иначе. Здесь не было ни цветов, ни тишины, только грохот поездов и дым. Раньше по центру улицы проходили открытые железнодорожные пути. Это было настолько грязное место, что престижная сейчас Парк-авеню называлась просто 4-й авеню. Все изменилось, когда железную дорогу решили спрятать под землю. Над путями образовалось пространство, которое засыпали землей и превратили в сады. Именно тогда улицу переименовали в Парк-авеню, чтобы само название манило роскошью и уютом. То, что мы видим сейчас, эти разделительные полосы с цветами, называют Park Avenue Malls. Эта цветочная река тянется почти на несколько километров через Upper East Side и формирует один из самых узнаваемых весенних видов Нью-Йорка. Раньше эти аллеи были более широкими, и здесь было больше пространства для пешеходов, лавочек и городского отдыха. Но уже к первой половине XX века с ростом количества автомобилей в Нью-Йорке улицу начали адаптировать под транспорт, и зеленые зоны пришлось частично сузить. Сегодня это уже не парк в классическом смысле, а скорее декоративный зеленый коридор, который протянулся вдоль одной из самых элегантных улиц города. Мы наблюдаем его из окон машин, переходя дорогу или просто проходя мимо. И именно в этом сочетании городской динамики и природной мягкости и заключается его особая атмосфера. На самом деле эта аллея – частный подарок Нью-Йорку. За садами стоит фонд Парка-авеню, который существует только благодаря взносам жителей соседних домов. Представляете, люди, живущие в этих знаменитых зданиях, каждый год собирают миллионы долларов, чтобы мы с вами могли видеть эту сказку. Каждую осень здесь вручную высаживают 60 тысяч луковиц тюльпанов, привезенных из Голландии. А эти сакуры – настоящие герои. Они растут в экстремальных условиях. Прямо под корнями у них бетонный потолок тоннеля, по которому каждые несколько минут проносятся поезда. Это буквально сад на крыше железной дороги. В этом году палитра особенно нежная. Розовое облако вишен и яркие всплески тюльпанов внизу.
Кстати, цвет тюльпанов здесь – это всегда сюрприз. Его выбирают заранее как новую коллекцию для подиума, чтобы он идеально сочетался с архитектурой зданий и оттенком сакуры. В этом году выбрали вот такие вот цвета. И посмотрите, как они подсвечивают всю улицу. И знаете, что самое удивительное? Пока мы любуемся этой хрупкой красотой, я буквально чувствую подошвами легкую вибрацию. Прямо под этими цветами в глубоких туннелях сейчас проносятся поезда к центральному вокзалу. Это и есть настоящий Нью-Йорк, где за фасадом из бетона и стали скрывается такая хрупкая, бережно хранимая красота. Ну что, на такой красивой ноте идем дальше. Впереди у нас Центральный парк. Оставив позади элегантный парк-авеню, мы заходим в Центральный парк. Наша цель – это знаменитый холм пилигримов. Если вы ищете то самое розовое безумие, которое заполняет ленты соцсетей в апреле, то вам именно сюда. Это место – настоящий эпицентр весеннего цветения. Здесь концентрация сакуры настолько велика, что кажется, будто деревья соревнуются с друг другом в пышности. Почему все стремятся именно на этот холм? Все дело в сорте. Здесь растут вишни Йошина. У них уникальные цветы, они распускаются раньше других и имеют нежный, почти белый или светло-розовый оттенок. Из-за того, что деревья посажены очень близко друг к другу на склоне, создается эффект сплошного цветочного купола. Когда дует ветер, начинается розовый снегопад. Это идеальный момент для видео. Приготовьтесь к тому, что вы будете здесь не одни. Весной холм пилигримов превращается в огромную фотостудию под открытым небом. Здесь повсюду профессиональные фотографы, модели, семьи в одинаковых нарядах и блогеры со штативами. Найти пустой кусочек травы для кадра – это настоящий квест. Но в этом и есть прелесть весеннего Нью-Йорка. Все вокруг заряжены этим восторгом. Все хотят запечатлеть момент, который длится всего неделю или две. Кстати, когда мы смотрим на это розовое море, трудно поверить, что сакура не росла здесь всегда. Если вы смотрели мое видео с острова Рузвельта, обязательно загляните на канал, если пропустили. Я уже немного касалась этой темы. Но здесь, в Центральном парке, эта история ощущается по-особому масштабно. Все началось в 1912 году. Это был грандиозный жест дружбы от правительства Японии Соединенным Штатам. Тогда в Америку отправили несколько тысяч саженцев. Самая известная часть подарка уехала в Вашингтон, но и Нью-Йорк получил свою долю деревьев. Их везли через океан на огромных пароходах, а затем распределяли по самым знаковым местам города. Именно те первые саженцы заложили основу того великолепия, которое мы видим сегодня на холме пилигримов. Но самое интересное произошло позже.
Те первые деревья из Японии настолько полюбились горожанам, что в 1950-х и 70-х годах японские общины и меценаты делали повторные подарки, чтобы заменить старые деревья и расширить аллеи. Для Нью-Йорка сакура – это не просто растение, это символ выносливости. Представляете, эти хрупкие на вид деревья переживают суровые нью-йоркские зимы, сильные ветра с океана и загазованность мегаполиса, чтобы каждую весну точно по расписанию превратить город в сказку. Городские службы и волонтеры берегут каждое дерево. У них есть даже специальные карты цветения, по которым эксперты следят за здоровьем деревьев. Если вы думаете, что холм пилигримов – это единственное розовое облако в парке, то приготовьтесь записывать маршрут. На самом деле Центральный парк – это целое созвездие локаций. Обязательно дойдите до Черри-Хилл, 72-й улицы. Там сакура Яшина буквально обнимает старинный фонтан. А если хотите настоящего масштаба, отправляйтесь к водохранилищу. Там сакура высажена по всему периметру. С востока вас встретит нежно-белая пена, а с запада ярко-розовые цветы сорта кванзан. В районе водохранилища также до сих пор можно встретить пару деревьев-ветеранов, которым больше 100 лет. Только представьте, они видели Нью-Йорк еще до появления большинства этих небоскребов. Весна в Центральном парке – это не просто время года, это настоящий праздник жизни. После долгой зимы парк буквально взрывается красками. Здесь все оживает одновременно. На лужайках появляются первые пикники, уличные музыканты возвращаются на свои привычные места, а воздух наполняется тем самым сладким ароматом цветущих деревьев. Это момент, когда даже вечно спешащие нью-йоркцы замедляются, чтобы просто подставить лицо солнцу. Удивительно, но почти все, что вы видите вокруг парка, это результат колоссального труда и инженерного гения. В середине XIX века на этом месте не было ничего, кроме непригодных для жизни болот, грязных карьеров и голых скал. Но в 1858 году ландшафтные дизайнеры Фредерик Лоу Олмстед и Калверт Вокс представили свой амбициозный план под названием Greensward. Только представьте масштаб. Чтобы создать этот естественный ландшафт, в парк завезли больше плодородной земли, чем было выкопано при строительстве Панамского канала. Каждое озеро, каждый холм были детально продуманы и созданы людьми. Одной из самых гениальных идей было спрятать городской шум. Вы замечали, что, гуляя по парку, мы почти не видели машин? На самом деле парк пересекают 4 оживленные городские дороги, но архитекторы утопили их в глубоких траншеях ниже уровня земли и закрыли густыми кустами. Благодаря этой системе мостов и тоннелей пути пешеходов, всадников и транспорта никогда не пересекались. Вы можете пройти весь парк с юга на север и ни разу не стоять на светофоре. Авторы хотели, чтобы у каждого жителя бетонных джунглей, независимо от его достатка, был свой кусочек леса для спасения от городского хаоса. И сегодня весной, когда расцветают магнолии и сакуры, их задумка кажется по-настоящему магической. Этот парк – живое доказательство того, что человек способен создать настоящую природу там, где ее никогда не было.
Центральный парк огромен, и за одну прогулку невозможно показать все его тайные уголки, от Шекспировского сада до скрытых водопадов на севере. Если вам интересно узнать больше об этом парке, или у вас есть другие любимые локации в Нью-Йорке, которые вы хотели бы увидеть в моих видео, обязательно напишите в комментариях. Я с огромным удовольствием сниму их для вас и расскажу все самые интересные секреты. Это озеро – самый живописный водоем парка. Если на холме Пилигримов мы были в центре розового безумия, то здесь время тишины, отражений и неспешных прогулок на лодках. Это озеро полностью рукотворное, и его открыли первым во всем парке зимой 1858 года, но не для лодок, а для коньков. В первый же день сюда пришли 8 тысяч нью-йоркцев, чтобы опробовать свежий лед. Лодочная станция – это символ парка. Традиция катания на лодках живет здесь уже более 150 лет. В XIX веке по озеру ходили даже настоящие венецианские гондолы с гондольерами, чтобы создать у жителей ощущение маленькой Европы в центре Манхэттена. Сегодня вы можете арендовать одну из этих знаменитых синих лодок и почувствовать себя героем романтического кино. Гуляя здесь, начинаешь осознавать, насколько Центральный парк на самом деле колоссальный. Он растянулся в самом сердце Манхэттена с 59-й до 110-й улицы. Если вы решите исследовать его весь пешком, приготовьтесь выделить на это как минимум 2, а то и 3 дня. Обойти его за раз просто невозможно. За каждым поворотом скрывается новая история или секретный сад. Для тех, кто хочет увидеть больше за короткое время, здесь есть отличные варианты. Можно арендовать велосипед и промчаться по главным петлям парка. Это очень по-нью-йоркски. А для тех, кто хочет более аутентичный и расслабленный опыт, всегда можно заказать прогулку в конном экипаже. Это особенно популярно у семей с детьми. Стук копыт по асфальту, уютная карета, кажется, что ты перенесся в Нью-Йорк столетней давности. Но я все же советую хотя бы часть пути пройти пешком. Только так можно заметить, как меняется характер парка от шумного и туристического на юге до почти дикого и уединенного на севере.
После прогулки через оживленный город и Центральный парк я направилась в сторону Riverside Park South. Мне очень хотелось сменить обстановку и провести время у воды. Для меня это особенное место. Здесь всегда царит удивительно спокойная, почти медитативная атмосфера, которая помогает замедлиться и просто подышать. Весна здесь ощущается иначе, чем в других частях Нью-Йорка. Из-за близости Гудзона воздух кажется более свежим, а пространство открытым и наполненным светом. Вдоль променада и на склонах парка весной распускаются магнолии и вишни. Их нежно-розовые лепестки на фоне синей воды и индустриальных элементов старых пирсов выглядят невероятно поэтично. Молодая трава и только что распустившиеся листья на деревьях создают ощущение обновления. Сады, за которыми бережно ухаживают волонтеры, наполняются первоцветами, нарциссами и тюльпанами. Сейчас я спускаюсь по променаде вниз, в сторону даунтауна. В этом направлении она словно раскрывается навстречу реке, становясь шире и светлее. Здесь невероятное количество уютных зон для отдыха, современные террасы, удобные скамейки и широкие ступени прямо у воды. В любой момент можно остановиться, присесть и просто посмотреть, как по Гудзону проходят паромы. Весной это место превращается в настоящий оазис. Здесь нет ощущения тесноты, только свежий ветер и ощущение свободы. Это мой личный рецепт идеальной перезагрузки – идти вдоль воды, рассматривать цветы и чувствовать, как город замедляет свой бег. Друзья, большое спасибо за компанию на этой прогулке. Надеюсь, вам передалось это спокойствие и весеннее настроение. Если прогулка вам понравилась, я буду очень рада вашим лайкам. Пишите в комментариях, были ли вы когда-нибудь в Нью-Йорке и какие места запомнились вам больше всего. И, конечно, буду рада видеть вас среди своих подписчиков, чтобы вместе гулять и открывать новые места. Увидимся в следующем видео. Совсем скоро.